Я уверен в том, что такая законопослушная женщина, как вы, знает, куда вложить такие деньги. Да, знаю. Я их прогуляю. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Последний отпуск 2006 года, Last Holiday. Фильм-ремейк одноименной киноленты 1950 года с Алеком Гиннесом в главной роли, снятый режиссером и продюсером Уэйном Ваном, создателем фильмом «Дым» 1994 года с Харви Кейтелом и благодаря Вин Дикси 2005 года с Джеффом Дэниелсом. Американская комедийная мелодрама «Последний отпуск» Last Holiday вышла в прокат в 2006 году. Главную роль в фильме сыграла актриса, певица и модель Куин Латифа. Мисс Бёрд, вы меня слышите? Мисс Бёрд, вы меня слышите? Вы слышите то, что я говорю? Сколько пальцев вы видите? 1, 2 или больше? Героиня комедии «Последний отпуск» Джорджия Бёрд случайно узнает, что ей осталось жить максимум месяц из-за редкого заболевания головного мозга. Тогда она понимает, что вся ее жизнь до этого была подготовкой к настоящей жизни, которая начнется когда-то в будущем, а этого будущего, оказывается, у нее и нет. Настоящим украшением картины являются актеры. «Последний отпуск» собрал на съемочной площадке как звезд мирового кинематографа, так и малоизвестных артистов. Но все они, вне зависимости от уровня своей популярности, прекрасно исполнили свои роли. Кто там? Не знаю, конгрессмен. Кто это? Последний, кого привозили на вертолете в нашу гостиницу, был Элтон Джон. Сэр Элтон Джон. Фильм «Последний отпуск», актеры и роли. Куин Латифа, Джорджия Бёрд, лучший сотрудник розничного отдела торгового центра. LL Cool J, Шон Уильямс, коллега Джорджии, мужчина ее мечты. Тимоти Хаттон, Мэтью Крейган, владелец торгового центра, где работает Джорджия. Джанкарло Эспозито, сенатор Кларенс Диллингс. Алисия Уит, мисс Бёрнс, любовница Крейгана. Жерар Депардье, шеф-повар Дидье. Сьюзан Келлерман, фрау Гюнтер, горничная Джорджии. Джеймс Адамс, Рошель, подруга Джорджи, ее коллега. Ранджит Чаудхри, доктор Гупта. Мэтт Росс, мистер Адамиан, начальник Джорджии. Он стоит $400. Вот теперь мне лучше. Все блюда в кино «Последний отпуск» приготовлены поварами кулинарного телеканала Food Network, которые ездили вместе со съемочной группой. Они же преподали Куин Латифе, певице, рэперу, модели и актрисе, азы кулинарного искусства, чтобы на экране она выглядела соответственно своей роли. Food Network разместила рецепты всех блюд, представленных Last Holiday, на своем сайте. Авторы этого фильма – большие поклонники комедии Ealing Studios, и они не упустили шанс переделать оригинальный фильм Алека Гиннеса «Последний отпуск» 1950 года. Первоначально они хотели, чтобы Джон Кэнди играл Джорджа Бёрда, но проект был отложен после смерти Кэнди. О нем вспомнили спустя годы, когда агент Куин Латифа прочитал сценарий и связался с авторами, чтобы переписать историю под женский персонаж. Тут? Все? Тут, детка. Сколько человек за столиком? Один? Один? И никаких указаний? Она мне нравится. Заказ. Перепел, барашек, ризотто, лобстер, гуляш, руже. «Последний отпуск» 2006 года. Второй фильм после картины «Отбой» 1981 года, в котором вместе снялись Тимоти Хаттон и Джанкарло Эспозито. Стоило героине Куин Латифа решить провести последний отпуск полной насыщенной жизнью, все страхи и неуверенность улетучились. Понравилось высказывание Джорджи во время решающей ставки в казино. Это азартная игра, а не вязание крючком. Фильм «Последний отпуск» 2006 года хорошо показывает, как нами управляет страх и неуверенность, как мы боимся многих моментов в своей жизни, страшась что-либо поменять в ней. Рефреном фильма «Последний отпуск» можно считать фразу «Не важно, как начнешь, важно, как закончишь» от шеф-повара Дидье, сыгранного Жераром Депардье. Вкуснее. Поэтому важно не как начнешь, а как закончишь.
Фильм «Последний отпуск». Сюжет. Шлангом? Застенчивая продавщица кухонной утвари Джорджия Бёрд, Куин Латифа, из Нового Орлеана мечтает о лучшей жизни. Открыть свой ресторан, побывать на курорте. Все это она фиксирует в альбоме возможностей. Флиртуя со своим коллегой Шоном Уильямсом, LL Cool J, она ударяется головой, и Шон относит ее к доктору Гупте, Ранджит Чоудхри, который делает ей томографию мозга, и оказывается, что по причине смертельной болезни дни ее сочтены. Джорджия решает воплотить в жизнь свои желания, прожить оставшиеся 3 недели на полную катушку. Она увольняется с работы и, собрав все свои накопленные деньги, отправляется на знаменитый курорт, дорогостоящий отель, где ее по ошибке принимают за эксцентричную миллионершу, а сама Джорджия понимает, что ей нечего терять, и начинает вести себя соответственно роли. В ресторане она встречает французского шеф-повара Дидьо, Жерар Депардье, с которым делится своими рецептами. Вскоре новые друзья Джорджи узнают ее настоящий статус благодаря Мэтью Крейгану, Тимоти Хаттон, который с самого начала не взлюбил Джорджу и в торговом центре которого она работала. Однако новые друзья Джорджи разочаровываются не в ней, а в Крейгане. Шон узнает о болезни Джорджи и ее отъезде и решает следовать за ней. Доктор Гупта понимает, что томограф сломан и диагноз, поставленный им Джорджи, ошибочен. Он направляет факс в отель, где она остановилась, который получает ее горничная фрау Гюнтер, и в тот момент, когда Джорджи находится на крыше вместе с Крейганом, который решил покончить с собой за отказ от финансовой поддержки от политиков, и Шоном, который признался ей в своих чувствах, сообщает ей, что она не больна. В финале «Последнего отпуска» мы видим, как слово «возможности» на книге Джорджи меняется на реальность. И становится понятно, что Джорджи продолжает наслаждаться жизнью и наконец-то исполнил свою мечту. Открыл ресторан, в котором работает вместе со своим мужем Шоном. Но вот так будет благоразумнее. Комедия «Последний отпуск» относится к той категории фильмов, которые просто и с юмором повествуют о серьезных вещах, хоть и шаблонно, но доходчиво объясняя самую суть. Просмотр этой лирической мелодрамы приносит истинное удовольствие. Замысловатый сюжет, заставляющий задуматься о смысле жизни, интригует и держит напряжение до самого финала. Теплое, философское, романтичное новогоднее кино «Последний отпуск». Один из лучших мотивирующих фильмов, который напоминает нам о ценности и скоротечности жизни, о важности идти своим путем, о человеческом достоинстве, о возможностях и их реализации, и о праве каждого человека быть собой. Неподражаемая Куин Латифа сыграла роль проснувшегося от спячки человека как нельзя лучше, за что ей большое уважение. Фильм получился романтичный, красивый и при всей трагичности сюжета весьма веселый. Посмотрев фильм «Последний отпуск», понимая, что нужно исполнять все свои мечты, не откладывая, и что бы ни случилось, никогда не опускать руки и всегда верить в себя и свои возможности. Куда теперь, счастливица? А какой был номер? 17. 17 – хороший номер. Не боишься ставить дважды на один номер? Это же азартная игра, а не вязание крючком. В комедии «Последний отпуск» 2006 года нет места шуткам на темы секса и наркотиков. Это фильм, при просмотре которого можно и посмеяться, и посочувствовать героям, и увидеть в персонажах себя, своих друзей и знакомых. Куин Латифа просто шикарна, никто другой не смог бы показать такой аппетит к еде и такой аппетит к жизни, как это сделала она. Куин Латифа и Жерар Депардье превосходно смотрятся в антураже «Последнего отпуска», дополняя друг друга в меняющихся ролях ученица-учитель. Их герои настоящие, заняты реальным делом, и им интересно вместе, есть что обсудить и помочь друг другу понять важные вещи. Тимоти Хаттону всегда удавались роли не самых привлекательных персонажей, и в «Последнем отпуске» он является антагонистом, но именно на его фоне расцветают все лучшие качества Джорджии Бёрд. После просмотра фильма «Последний отпуск» возникло огромное желание к жизни. Он дал мне большой заряд энергии. Я еще раз убедился, что самое ценное – это время, и его надо использовать здесь и сейчас, реализуя свои самые сокровенные мечты, чтобы не попасть в ловушку, как это едва не случилось с героиней Куин Латифа. Будьте смелыми, воплощайте свои мечты в реальность, как будто отправляетесь в свой последний отпуск. У тебя есть парень? Я бы его так не назвала. Он тоже работает у тебя. Его зовут Шон. Джорджия! Началось. Что? Я слышу, как он зовет меня по имени.